Всем привет! Вы на канале Pro NFT Games, и в этом коротком видео я поделюсь своими финансовыми результатами за прошедший месяц по фэнтези-футбольному менеджеру Sorare. Для тех, кто не в курсе, что это за проект и как я в нем развиваюсь с самого начала, смотрите прошлые видео по подсказкам. Ну а я не буду затягивать и начинаю. Перед началом расскажу про розыгрыш $60 от нашего канала среди наших подписчиков. Правила очень простые. Переходите по ссылке в описании, выполняйте вот эти очень простые задания, после чего мы случайным образом определим 3 победителей, которым и отправим призы на их кошельки. Кто уже давно с нами, знает, что это не первая такая акция от нас. Призы разыгрываем честно, деньги отправляем сразу. В общем, участвуйте и выигрывайте. Чем больше заданий выполните, тем больше шанс. По конкурсу все, двигаемся дальше. Итак, давайте сразу начнем с самого интересного. Сколько же мне удалось заработать на игре Sorare. Ну и вот на ваших экранах как раз видно, что заработал всего я 0,25 эфира. Это то, что мне выплатили как раз деньгами за взятые трэш-холды. 17 карт я всего получил, и на данный момент стоимость этих карт составляет 0,70 эфира. В общем, получается 0,25 деньгами, это по сегодняшнему курсу $396, и стоимость карт 0,7 эфира $1109 по текущему курсу. В общем, итого получается, если в долларах посчитать, $1505. Из них $300 это комиссия. Кто не знает, я отдал сейчас свой аккаунт полностью под управление за 20% от прибыли. И теперь вообще не парюсь, трачу время не больше получаса в неделю. Моим аккаунтом управляют, говорят, что покупать, что продавать, каких составы ставить, каких убирать и так далее. Я вот только своими руками, полчаса в неделю, короче, ребят. Кому интересно, ссылочка на компанию, которая предоставляет такие услуги, будет в описании. В общем, рекомендую, ребята хорошие, эксперты в своем деле и так далее. Ну и вернемся к нашим теперь цифрам. То есть $300, 20% я отдал за комиссию, и осталось в чистом виде у меня $1200. Это если посчитать по текущему курсу. Немножко позже я вам покажу табличку, где я все считаю по курсу на момент, допустим, продажи, на момент, ну и так далее. Да, там как бы чуть-чуть поточнее табличка, но в целом вот так. Вот, что добавить? Этот заработок, можно сказать, за 2 месяца. Кто смотрел мои прошлые видео, знает, что я в этом проекте уже с февраля, ну и где-то с февраля по июнь я пробовал там сам что-то, каких-то игроков, ну больше экспериментировал, больше изучал, потом понял, что просто у меня времени не хватит все это изучать, потому что, ну вот прям надо за футболом активно и активно следить. Да, мне футбол нравится, я смотрю там какие-то матчи на выходных и так далее, но здесь надо немножко более глубокий, скажем так, подход. И вот где-то начало июня, конца июля я отдал аккаунт в аренду, и вот, собственно говоря, можно считать эти все цифры за 2 месяца. Первый, первый, да, вот июль, можно сказать, он был такой разогревочный, мы больше покупали карты, больше там торговались на рынке, там, чтобы подешевле покупать, разогревали и так далее. Вот основной заработок пошел где-то вот как раз с конца июля и вот до сегодняшнего дня, до конца, скажем так, августа, да. Ну и давайте сейчас я вам покажу, где, на чем я, собственно, заработал последние эти заработки, да. Давайте посмотрим вот здесь вот мои результаты за, ну вот прошлая неделя 300-я была очень и очень плохая, я остался без призов. Там у меня несколько игроков, один красный получил, другой травму получил, в общем, беда. Здесь вот у меня тоже не очень было. Сейчас я вам покажу самую неделю, ну здесь тир 3 только я выиграл. Вот конец августа, да, и то это вот плохой был. Так, здесь тоже без наград. Ну и вот она самая моя, скажем так, прибыльная неделя за весь месяц. Как говорится, 1 неделя месяц кормит. Да, вот эта неделя, которая сейчас на ваших экранах. Здесь как раз таки я и заработал основную часть этих денег. Да, то есть вот вы видите, вот этот состав у меня ничего не заработал. Он заработал только трэш-холд, там $20. Все.
Вот этот состав тоже у меня плохо сыграл, хотя вот и Мухтар, и Зелраян неплохо сыграли, но все равно не вытянули. А вот это был, да, эпический. Я прям смотрел этот матч, последний там играл Ивачич, по-моему, прям интересно было смотреть, потому что я вообще был в тир-1, ну, ребят, тир-1, это я вам скажу, уже сразу переваливает там 1500-2000 долларов, да, стоимость тир-1. И прям буквально там за 15 минут до окончания последних матчей меня все-таки подвинули на тир-2, и вот мне осталось всего 6, видите, 6 очков не хватило до тир-1, я вам сейчас покажу, да, что мне дали в приз и куда я его дел, да. Вот, ну и еще выиграл я здесь тир-2, по-моему, вот здесь, да, на специалисте тир-2, ну, это как бы все уже мелочи, и выиграл я вот такого вот бойца. Вот этот тир-2 дали мне Леонардо Моралес, очень хороший игрок, он как раз на пике был. И вот как вы видите, зелененьким показывает, я его сразу же практически продал за 460 долларов. Ну, в целом неплохо, потом, видите, цена сначала чуть упала, потом его продавали за 523, я еще думал, блин, дешево продал, может быть, надо было оставить, сомневался, потом, ну ладно, все, продал, как бы. И сейчас вот цена выровнялась, да, где-то примерно вот за 466 долларов. То есть вот это вот мой самый хороший приз. Ну, были еще там другие, да, ну, давайте еще раз я вам покажу. Вернемся, да, вот были еще вот эти красные игроки, вот этих вот, ну, это все как бы по мелочи. Ну, вот этого хорошего игрока я продал. Солер, он сейчас из Валенсии в ПСЖ пошел, и там цена на него пошла, я его продал там долларов за 70, что ли. Вот этот хороший вот у меня игрок в призах был, да, ну, вот, ну вот Вертонген что-то вообще не играет, не знаю, что, собственно. Вот этот хороший, вот этого я тоже долларов за 150 продал, вот этот за 120 у меня ушел, ну вот этот вот плохо ушел, я его помню где-то долларов за 80 ушел, вот, ну, в общем, вот так, ребят. Еще напомню, если кто-то хочет зайти вот сейчас в проект, в Sorare, да, вот кто интересуется, кому сама эта тема футбола интересна и так далее, да, сейчас идет акция в Sorare. По моей ссылочке регистрируйтесь реферальной, на аукционе покупаете 5 карт желтых и одну вам дают бесплатно. В принципе, акция неплохая, если кто-то надумает заходить, конечно, никого я не призываю, это не финансовая рекомендация ни в коем случае, думайте сами, решайте сами, я всего лишь своим опытом делюсь, ну, если кому-то это все-таки понравилось, вот рекомендую две вещи. Bile Consulting, ссылочка в описании, то есть, если не хотите там тратить свое время, если у вас есть время, если есть интерес, можно, конечно, тут заморочиться и торговлю игроками развернуть, там, плотную и так далее. Если нет, пожалуйста, Bile Consulting могу рекомендовать, ребята хорошие, проверенные мной, скажем так. И вторая ссылочка, обязательно воспользуйтесь, как бы 6-я карта бесплатно, не будет лишней. Ну, а теперь давайте посмотрим табличку, в которой я все свои финансовые результаты записываю. Ну вот, друзья, вот такая у меня есть таблица Excel, куда я все записываю все свои транзакции, кого получил, кому отдал, кого за что купил и так далее. И вот здесь вот я сводную табличку сделал, сколько в итоге у меня заработок. В прошлом видео я показывал другую табличку, но я потом подумал, она слишком сложная, там лишнего много в ней, в общем, я ее упростил. И состоит она, вот смотрите, инвестировал я в данный проект, вот если в долларах, да, 4507 долларов, 397 долларов я уже забрал, это еще раз напомню, где-то с середины июня, даже с конца июня, в общем, короче, за 2 месяца, 397 я уже вывел из игры, забрал, да, сейчас мой ростер составляет 4872 доллара и на счету 187 долларов в эфире, то есть вот эта колонка в долларах, а вот здесь в эфире. Итого получается у меня 5059 долларов, это мои активы. Ну, они меняются каждый день в зависимости от стоимости футболистов и так далее. Я вам сейчас на свой ростер покажу. Ну, итого, как бы бумажная прибыль у меня составляет 949 долларов. Это, можно сказать, вот заработано за месяц. Ну, может быть, чуть больше месяца. Ну, можно сказать, за месяц, потому что там все-таки такая была больше работа. Вот, ну и чистая прибыль, то есть сколько инвестировал и сколько вывел, на данный момент пока составляет минус 4110 долларов. Но, как говорится, почти 10% за месяц я уже вывел. Ну, опять же таки, хороший это результат или плохой, решает каждый сам. Но для меня это вполне неплохой результат. Почему? Потому что 10% вывести из такого проекта, который, скажем, не скам, надежный проект, у которого такие надежные, как говорится, спонсоры, инвесторы, там и футболисты, Мбаппе у них в амбассадорах. Ну, в общем, ребят, это не скам. Посмотрите мои прошлые видео, я рассказываю подробно, почему.
Ну и, в общем, считаю, что 10% в чистом вывести от инвестиций из такого проекта в месяц это довольно-таки неплохая сумма. Ну и давайте покажу я вам свой ростер. Вот он ростер мой, да. Сейчас какие у меня планы? Сейчас я немножко, он подпросел, потому что сейчас американские игроки дешевеют, сезон у них заканчивается. Сейчас мы уже берем курс на европейских игроков. Вот первый у меня пошел вратарь, первый у меня взял вот этого вот вратаря. Вот, ну и дальше потихонечку будем сейчас американских игроков продавать, кто по хорошей цене, а европейских покупать. Вот, в общем, ребят, на этом все. Напоминаю еще раз, кто захочет, обязательно воспользуйтесь скидочкой. Кто хочет консультации, тоже ссылочка в описании. Ну, все, на этом всем пока. До встречи на игровых полях.